Химура, сейчас ведь другое время. Новый закон запретил носить мечи, самураи свергнуты. В эру Мэйдзи ты ничего не сможешь сделать, одним мечом не имея власти. Почему же, Ямагата? Этим мечом я смогу защитить людей. Особенно тех, кто мне дорог. Samurai X или же Бродяга Кэншин — это то аниме, которое я, как и многие из тех, кто меня смотрит, впервые посмотрел еще в далеком детстве, увидев его мельком по телеку. И тогда этот анимационный сериал понравился мне настолько сильно, что я, боясь пропустить даже минуту полюбившегося мне мультфильма, каждый день бежал скорее со школы, так как его показ начинался ровно в тот же самый момент, как я успевал добраться домой. Ведь по ту сторону экрана меня ждали захватывающие приключения в тогда еще новом для меня сеттинге феодальной Японии, невероятно харизматичный и добродушный главный герой, имеющий свою четкую позицию, а также пугающие, но по-своему притягательные злодеи и противники, которым он на своем пути противостоял. Но, конечно же, большая часть смыслов, образов и необычных сюжетных решений, вложенных в историю, в меру моего тогда несолидного возраста обошла меня стороной. И только лишь когда уже в сознательном возрасте я пересмотрел это аниме еще раз, понял, насколько удивительным, объемным и многослойным оказался этот, казалось бы, детский аниме-тайтл. Ведь мало того, что сюжет охватывал настоящие исторические события, а не разворачивался в условной Японии прошлого, так еще и в самом повествовании нередко фигурировали важные исторические личности тех лет, и даже сам главный герой не был стопроцентной выдумкой, а имел за собой реально существовавший прототип. Из-за такого важного для повествования нагромождения исторического контекста за просмотром непосредственно самого аниме я проводил не сильно больше времени, чем читая в интернете ту или иную связанную с разворачивающимся сюжетом информацию. Ведь Бродяга Кэншин раз за разом подкидывал мне какой-нибудь интересный термин, факт, событие или личность. И это действительно крутая характеристика произведения, что оно не просто развлекает тебя и может быть чему-то учит, но и побуждает самостоятельно заняться изучением какой-либо темы. А культовый статус тайтла недвузначно дает понять, что такой подход был по духу в том числе и самим японцам, которые в этой культурной среде варятся с самого рождения. Но поскольку контекст исторического времени в данном случае для понимания всего происходящего очень даже важен, то кратенько и крайне поверхностно веду тебя в курс дела. Началось все с того, что к середине 19 века значимую часть жителей Японии немножко так подзаебал тогда правящий практически всей территории страны клан Токугава, так как при нем простым людям жилось не сильно хорошо, а сама Япония уже долгое время находилась в изолированной стагнации. И когда недовольство населения достигло критической точки, в стране началось смутное время, которое впоследствии получит название период Бакумацу, что дословно означает конец эпохи сёгуната. А вместе с тем начала набирать обороты идея того, что на смену сёгуну должен прийти император, при котором Япония станет соответственно империей. Так что радикальные сторонники Японской империи вступают в открытое столкновение против клана Токугава и его приверженцев. А ключевыми фигурами в этой борьбе станут хитакири, политические убийцы, стоящие на стороне империалистов и не боящиеся запачкать кровью свои руки во благо светлого будущего своей страны. И, пожалуй, самым известным среди них окажется хитакири по имени Каваками Гэнсай, чья личность станет основой для главного героя манги Бродяга Кэншин. В итоге деятельность империалистов приведет к тому, что сёгунат потерпит поражение, а вместе с тем закончится период Бакумацу и начнется реставрация Мэйдзи, благодаря которой Япония сделает значительный скачок вперед и впоследствии станет одним из лидирующих государств. Тем не менее, вместе с сёгунатом уйдет и эпоха самураев, в котором при реставрации запретят носить при себе холодное оружие, а им на смену придут полноценные отряды полиции, являющиеся представителями закона и справедливости. Да и к тому же на тот момент в Японию начнут завозить взрывчатку и огнестрел, из-за чего сама по себе концепция воина-мечника начнет выглядеть старомодно и малоэффективно. Потому получается так, что многие из тех, кто сражались на стороне империалистов, в итоге сами себе и перешли дорогу, из-за чего в ходе реставрации остались неудел, так как единственное, что они умели, это сражаться на мечах. И вот в таком комплексном и весьма сложном контексте, когда в Японию уже начала приходить цивилизация, но при этом всеобщая неразбериха и напряженность никуда не делись, и разворачиваются события манги, а также одноименного аниме Бродяга Кэншин. И это, кстати, крутое и необычное решение — рассказывать не о самом противостоянии, а о его неоднозначных итогах, при этом даже не вставая на какую-либо сторону конфликта. И хоть время кровопролития подошло к концу, тем не менее осталось огромное количество тех, кому прошлый политический режим был куда больше по душе, а вместе с ними осталось немеренное количество воинов, для которых сражение — это единственная причина существования и единственный путь к смерти. Так что имя легендарного Хитакири Батусая, живого воплощения ужаса того времени, притягивает их, как свет пламени манит к себе мотылька.
И при том, что это достаточно массивный объем знаний, которым стоит обладать для целостного восприятия истории, хочу подметить, что в плане экспозиции для понимания локально разворачивающегося сюжета первая серия справляется просто превосходно, буквально за пару минут расставляя все необходимые акценты. Начинается все с того, что на главного героя совершает нападение проходившая мимо девчонка, считающая, что он и есть тот самый легендарный Хитакири Батусай. Но герой вместо того, чтобы в ответ ловко увернуться, как самый последний растяпа впечатывается в забор, давая нам понять, что вряд ли он годится на роль безжалостного убийцы. Так еще и оказывается, что при себе он носит какой-то дефективный меч, у которого лезвие находится с обратной стороны клинка, из-за чего таким оружием в лучшем случае можно убить только лишь себя самого. Но стоит девушке отвлечь свое внимание на появление человека, как раз таки зовущего себя Батусаем, как главный герой меняется в лице и с абсолютной точностью ножнами ловит свой меч, показывая своим видом, что на самом деле он не так уж и прост. И это, конечно, странно сочетается с тем фактом, что буквально сцену назад нам прямым текстом уже дали понять, что главный герой и есть тот самый Батусай. Тем не менее, именно с помощью этого небольшого взаимодействия нас знакомят с основными действующими лицами и понятно раскрывают необходимые сюжетные детали, при этом даже не говоря о них напрямую. В итоге главный герой, представившись с именем Химура Кеншин, увязывается за повстречавшейся ему девушкой, чье имя Каору, и начинает жить в ее додзё, помогая по дому и невзначай защищая ту от всяких негодяев. Затем к их компашке присоединяется сирота-беспризорник по имени Яхико, которого Каору спасает из лап якудзы и берет к себе в ученики, так как кроме него желающих-то особо и нет. А через некоторое время на Кеншина выходит, пожалуй, один из самых жестких типов за все время существования аниме-индустрии по имени Сагара Саноски, способный одним лишь щелбаном отправить своего противника в длительный нокаут. А чтобы ни у кого не осталось сомнений в его крутизне и силе, повсюду Сагара таскает с собой настолько доходящий до абсурда в своей массивности меч, что ему даже гад со своим Драгонслеером запросто может позавидовать. И последним компаньоном главного героя оказывается сохнущая по нему Милфа, которая на самом деле не Милфа, девушка по имени Мигуми, которая в прошлом работала медсестрой, но затем была вынуждена уйти в криминал, занявшись производством морфия, откуда ее затем и вызволили наши герои. Компашка получилась, конечно, своеобразная, тем не менее каждый из ее участников успел стать для главного героя близким и по-своему любимым человеком. Но, к сожалению, от своего прошлого не убежишь, а потому нахождение рядом с ними все чаще подвергает товарищей Кеншина серьезной опасности. Ведь в таком еще далеком от идеала и спокойствия мире невозможно просто так навсегда уйти от дел. А потому, с одной стороны, Кеншином интересуются империалисты, желающие завербовать его в свои ряды, а с другой его имя притягивает всевозможных мерзавцев, желающих помериться силами с легендарным Батусаем. Так что куда бы Кеншин ни отправился, его жуткое и таинственное прошлое неумолимо продолжает наступать ему на пятки, вынуждая того снова встать на путь безжалостного убийцы. И обстоятельства окончательно загоняют главного героя в тупик, когда Кеншин узнает о существовании загадочного и могущественного мечника по имени Шишио Макото, желающего свергнуть правительство Мэйдзи, что в результате попросту обесценит весь тот ужас, через который прошел главный герой во благо своих идеалов. Так что отныне Химура Кеншин более не может игнорировать зов нелегкой судьбы, а потому отправляется навстречу к своему таинственному врагу. Я должна спросить, теперь ты снова станешь прежним Кенси? Если бы я знал. Кажется, что подобный сюжет, где главный герой, терзаемый призраками прошлого, ищет искупления, мы уже много где видели. Частично это было в Самурай Чамплу, местами в Ковбой Бибоп, а аниме Триган и вовсе уж слишком нагло повторяет концепцию бродяги Кеншина. Но стоит понимать, что все эти тайтлы вышли уже после, а вот на момент выхода оригинальной манги тенденция была скорее обратная. Ведь долгое время в почете были главные герои наподобие Кеншира, которые пусть также искали своего места под солнцем, но при этом не щадили своих противников и вовсе не нуждались в искуплении, так как ставили справедливость и обретение собственного счастья превыше понятного нам морального принципа того, что никто не вправе обрывать чужую жизнь. Но Нобухира Вацуки, автор бродяги Кеншина, используя ту же самую конструкцию сюжета, преподнес ее нам под совсем другим углом, рассказав историю о мечнике, который решил разорвать круг бессмысленного насилия и благими делами наконец-то обрести то самое искупление. Причем категорическая позиция отказа от убийства проявляется не только лишь на словах и поведении главного героя. Лучше всего об этом говорит его Сакабата, тип катаны с обратным лезвием, который для своего героя придумал Нобухира Вацуки. Ведь в принципе для того, чтобы подчеркнуть пацифистскую позицию главного героя, было достаточно дать ему меч из бамбука, либо попросту абсолютно незаточенный клинок. Но катана с обратным лезвием говорит нам сразу о нескольких важных вещах. Во-первых, это то, что если Кеншину все-таки придется по тем
тем или иным причинам достать свой меч, его лезвие будет подвергать в первую очередь опасности не противника, а своего хозяина, говоря о том, что жизнь другого человека для Кеншина в приоритете над своей собственной. А вот во-вторых, наличие такого клинка сопровождает героя постоянным соблазном, просто перевернув лезвие, снова встать на уже знакомый путь безжалостного убийцы. И то, какой стороной к противнику будет обращен Сакабата, напрямую говорит нам о том, какую все-таки личность для себя избрал главный герой – Химуру Кеншина или Хитакири Ботосая. В чем дело? Уж не передумал ли ты? Тебя победит твоя слабость, Ботосай. Ты спасешь ее только если убьешь меня. Но несмотря на то, что сюжет Бродяги Кеншина, как я уже подметил, во многом соответствует базовой структуре сёнэна, у тех, кто его читал или смотрел, могло возникнуть ощущение того, что в этой истории что-то не так. Как будто бы все элементы пазла находятся на своих местах, кроме одного, который каким-то магическим образом попал в этот набор совсем из другого комплекта. И это ощущение определенно имеет место быть, ведь автор манги Нобухира Вацуки, создавая свою работу, шел на определенный эксперимент, разбавляя сёнэн произведения вполне ощутимыми элементами сёдзе, то есть сюжета, чья целевая аудитория это преимущественно девочки. И именно поэтому любовные отношения между Кеншином и Каору разворачиваются не совсем так, как мы к тому привыкли. Ведь зачастую в сёнэн произведениях взаимная любовь это одна из ключевых целей главного героя, которая порой так и остается нереализованной, либо ее воплощение остается где-то за кадром. Но здесь же главный герой буквально с первой серии предстает перед Каору как рыцарь на белом коне, готовый пожертвовать ради нее собой, после чего между ними достаточно скоро завязываются пусть и не слишком обоснованные, но все-таки романтические отношения, которые по ходу повествования будут развиваться, дойдя до своего логического финала. Причем указание на любовную составляющую сюжета находится в самом названии манги, ведь Бродяга Кеншин имеет подзаголовок «Мэйдзи Кенкаку Романтан», что можно перевести как романтическое сказание о мечнике эпохи Мэйдзи. Так что неудивительно, что значимой частью читателя оригинальной манги оказались девочки и девушки, что естественно не могло не сказаться на общей популярности произведения. И так как Бродяга Кеншин в меру своей стилистики оказался достаточно детским, в меру сюжетного наполнения оказался достаточно взрослым, да еще и метил сразу и в мужскую, и в женскую аудиторию, то неудивительно, что в итоге он стал мировым хитом. Правда, за пределами Японии сменил свое название на Samurai X. Именно таким он до нас и дошел, а вместе с измененным названием претерпели трансформацию имена многих ключевых героев. Так, например, Кеншин стал Кенси, Каору стала Кори, а Яхика превратился в Йоси. И это еще полбеды, ведь английская версия сериала, которую впоследствии адаптировали на русский язык, была подвергнута множественной цензуре. Оттуда как-то хаотично вырезали некоторые жестокие сцены, но самое, пожалуй, забавное это то, что вот из вот этого персонажа сделали девушку, при том, что на самом деле он является парнем. Но так как он выглядит весьма женоподобно, то, смотря аниме в российском дубляже, можно было бы об этом никогда и не узнать. И в целом тот самый телевизионный перевод при всей своей кривизне и глупости вызывает у меня скорее приятное чувство ностальгии, нежели кринж. А наивно и подозреваю, что совсем неправильный перевод опенинга из-за своей нелепости еще с детства навсегда отпечатался у меня в сознании. Когда пересматриваешь тайтлы из детства, всегда есть вероятность того, что твои радужные воспоминания окажутся совсем далеки от реальности. И в этом есть риск испортить свои детские, но при этом искренние впечатления, глядя на произведение с позиции взрослого человека уже с каким-никаким багажом насмотренности. И каждый раз, когда я пересматривал Бродягу Кеншина, я боялся, что со мной произойдет именно такое, что он окажется не настолько хорош, каким я себе его помню. И он действительно не так уж хорош. Бродяга Кеншин куда лучше того, каким он мне казался просмотр назад, и даже зная сюжет наперед, я все равно не перестаю находить в нем для себя что-то новое, ранее незамеченное. Да, Бродяга Кеншин выглядит как то самое стереотипичное аниме из 90-х, в котором у персонажа от удара по голове вырастает шишка, а при смущении герои улетают в небеса на струе крови, бьющей из носа, но это всего лишь своеобразный авторский стиль, который местами пусть и похож на детский, тем не менее совсем не отражает содержимого истории. Ведь Нобухира Вацуки одинаково умело справляется как и с комедийными моментами, так и с весьма трагичными, от которых даже не грех пустить пару слезинок. И кстати, кому интересно, даже 25 лет спустя франшиза все еще жива, а у манги выходит продолжение, даже несмотря на то, что у Нобухира Вацуки были серьезные проблемы с законом. Кому интересно, какие именно, сами можете загуглить. Но, пожалуй, самая большая радость для фанатов это то, что в этом году выйдет очередная экранизация, которая вроде как станет ремейком оригинальной истории. Но лично мне хватает и того старого, и при этом невероятно душевного Бродяги Кеншина 96-го года выхода.
На этом же моменте пока что все. Ставь палец вверх, если понравилось видео, ставь палец вниз, если не понравилось. Делись в комментариях о своих первых аниме, а также тыкай по ссылкам в описании, чтобы попасть в 2 моих крутых телеграм-канала и пожертвовать монету на развитие моего YouTube канала и дать мне полную свободу творчества, а взамен получить всякие приятные штучки. В том числе и доступ в закрытый телеграм-чат, где мы в свободной манере болтаем и обсуждаем аниме, мангу и все подряд. А пока.